Продолжим копаться в бесконечных слоях чеховской иронии. Сегодня один из самых хитовых его рассказов «Человек в футляре». Рассказ небольшой, всего на 20 минут чтения, а запрятано там, как всегда, много. Чехов в своем творчестве почти никогда не комментировал общественные процессы и злобу дня, хотя иногда проскальзывало, но скорее антуражем, фоном. А тут целый рассказ про общественную жизнь, от которой не спрятаться, не скрыться, проймет и достанет. Аспекты этой жизни, что называется, не выветрились. Триггерят и по сей день свобода и либерализм, ныне расцветающая велосипедизация, и тогда еще не столь пахучий, но уже попахивающий украинский вопрос. Как видите, обсуждая все эти вопросы, уже не одно поколение на кухнях время коротает. Это рассказ уже зрелого Чехова. 38 лет. В те годы он уже осознал свой страшный диагноз – туберкулез. Обнаружили его у него уже лет 10 назад, но он его никогда не лечил. А к тому моменту уже началась терминальная стадия с легочными кровотечениями и жизнью в санаториях, на курортах, с общением с врачами и с коллегами по несчастью, пациентами. Так что почему из-под чеховского пера какие-то все футляры да гробы вырисовываются, как бы он не себя в них примерял. К тому же в это время он уже начинал задумываться о публикации своего собрания сочинений, так сказать, облегчить работу своим потомкам. Думаю, и с завещанием уже что-то придумал. Так что тут уже не Антоша Чеханте, тут ставки серьезней. Точки над «и» расставить и уйти. Кому он этот рассказ писал? Кто его главный читатель и издатель? С Сувориным к тому моменту уже оформился разрыв. Не сошлись в понимании дела Дрейфуса. С реакционным новым временем Чехов уже почти что порвал все отношения. Теперь публикуется в старобрядческо-кадетской «Ниве» и «Русской мысли». Вот в «Русскую мысль» он свой рассказ и отправляет. Главным редактором там был некто Вукол Лавров, такой около старобрядческий миллионер. С ним Чехов уже на «ты». Вот под его вкус и под его мироощущения, весьма антиправительственные, Чехов свою лиру и подстраивал. Но он бы не был бы великим русским писателем-реалистом, если бы агенда у него возобладала над реальностью. Тут скорее реальность разбивает агенду на маленькие осколки. Но это если вчитаться. А если не вчитываться, то издатель «Русской мысли» очень доволен. Кровавый царский режим посрамлен. Ведь даже своих самых верных сторонников, хранителей и охранителей, он постепенно сводит с ума и в могилу. Эту сволочь, конечно, нисколечки не жалко. Там ей самое место в гробу. Только рукоплескать. Кстати, таким же футляристом, как главный герой рассказа Беликов, учитель греческого, был изображен Аполлон Аполлоныч Облеухов из Петербурга Белого. Но это уже из другой оперы. Так что первый смысл вот такой. А что же коллеги несчастного? Сочувствуют ли они трагедии маленького человека, о котором столько было слез пролито? Выясняется, что нет. Вначале всем обществом его женят в стиле «я тебе добра хочу», благодетельствуют, так сказать, несчастному. А затем на похоронах, хоть и не рукоплещут, но хоронят с радостью, с удовольствием. Но радость это радость детей. Такая радость, которая знакома каждому ребенку, когда взрослые уходят и можно резвиться одному. То самое розановское, когда начальство ушло. Прогрессивное общество вырисовывается по-детски злым и по-детски же несмышленым. Как дети, единственная мечта которых – шалить и резвиться без взрослых. И детишек из журнала «Русская мысль» это нисколько не смутило. Проглотили и не заметили. Но опять же, это был бы не Чехов, если бы это был просто такой банальный перевертыш. Рассказчик там чуть что упоминает Тургенева с Салтыковым-Щедриным. Да и сама коронная фраза Беликова как бы чего не вышло. Как будто бы прямо вышло из щедринской современной идиллии. Литературой как-то все в жизни обрамляется. И пол литературный, и стеночки. Сейчас другой литератор придет, литературную крышечку над нами установит и гвоздиками литературными заколотит. Писатель тут такой архитектор вселенной. Но архитектор такой же смертный. И Чехов себя из этой логики не исключает. И вместе с нами по этому пути идет. Идет писать завещание.